Думаю, многие ждали данный ролик, а кто слышит меня впервые, давайте знакомиться. Вы на канале Лорда Говарда, и сегодня я собрал для вас топ-5, ну или больше, самых метовых отрядов Conquer's Blade на конец августа 2024 года. Поехали! И перед началом для самых душных сразу обозначу критерии, по которым была сделана данная выборка. Первое. Частота пика в осаде и рейтинге. Конечно, в пользу осады, так как этот режим выбирает 70% игроков. Не говорю за ТВ, так как у каждого клана свои предпочтения. Второе. Зависимость от трактатов. Чем меньше отряд требует для отыгрыша редких трактатов, тем выше я поставил его в топе. Третье. Это мой топ и мое мнение. Если вы играете давно, то наши приоритеты могут не совпасть, и это нормально. Странно такое говорить, конечно, надеюсь, меня смотрят дети, эта инфа просто для них, а если вы взрослый человек и еще не доперли, что оскорблять человека просто потому, что вы с ним не согласны, это не норма, обратитесь к врачу, и я серьезно. Четвертое. На каждое место определено по одному отряду пехоты, стрелков и конницы. Ну и наконец перейдем к самому топу. Пятое место по пехоте открывает Мирмелонка. После последнего апа стала более живучей, отчего сохранила статус контрпика у веев и стала одним из способов лобового удара по нововышедшей фаланге, сместив продвигу чуть ниже топа. На данном месте расположились и фальконеты. Очень сильный отряд, оказавшийся на данном месте из-за своей ситуативности пика. Да и вообще мало у кого этот отряд есть. Требует дефа от союзников, отчего в матче с рандомами вместо рисков потерять отряд, игроки уходят в пользу чего-то более приземленного. Легкая конница с мечами. Этот отряд, наоборот, здесь исключительно из-за частого пика. Действительно очень приятное дополнение на сдачу лидерки, если ваш выбор пал на коней. Хорошо работает по героям, мобильный отряд для тылового набега на стрелков, да и починка почти даром. Как я считаю, пятое место полностью заслужено. Четвертое место в топе занимают УВЕи, отряд из прошлого сезона, не сдающий свои позиции в топах. Несмотря на нерв и обретение множества контрпиков, еще может составить конкуренцию в бою, отчего заменяет собой недорогую штурмовую единицу. Стрелки с Чакану. По-настоящему бич нашего времени. Данный отряд полностью отбивает свою малую стоимость по лидерству, появляясь в каждом бою. Противное кровотечение и много выстрелов. Что еще здесь можно сказать? Поставил бы выше, если бы не требовались трактаты на яд и двойной выстрел. Возможно, вас удивит, но четвертое место будет за тяжелой конницей с мечами, неожиданно ворвавшаяся в мету из-за мастерства, успевшая словить нерв и все равно оставшаяся на плаву конница, конкурирующая в ПВЕ с Криксбрудерами и обладающая очень большим уроном по герою. Отличный отряд для карт захвата с самой высокой скоростью в игре, позволяющий очень быстро заходить в тыл и маневрировать врага. Третье место. Рыцари королевы. Вот я, честно, до нерфа пешек вообще не видел в них резона. Однако, как только пешики уехали в отпуск, этот отряд прояснил свою релевантность. Короткая неуязвимость, дабы совытить вражеский скилл, хорошая защита и умеренный урон делают этот отряд острием любой атаки. Третье место среди стрелков занимает сифонофорцы. Всегда сильные отряды в дефе и в атаке, который играет от команды и вносит тонну контроля. А после того, как разрабы починили дальность огня, пик этих ребят резко повысился. Хотя вряд ли дело именно в этом. Скорее всего, многие просто наконец качнули их, выкупив, что огонь — это имба, особенно в больших количествах. Многие помнят это время, когда мы страдали, кричали и молили понерфить этих коней. Да, третье место заняли Гуандао. Даже Цяньзя так не подогревала желание нерфа, как этот шедевральный отряд в свое время. Но те времена минули, нерф состоялся, однако эта конница может вас порадовать своим присутствием в городских сражениях и сегодня. А причина в нечарджевой механике, неуязе и контроле.
Второе место по пехоте разделили Мадао и Фаланга, как два отряда антикавы. Честно, мне было трудно определить, какому именно отряду отдать данное место в топе, и скорее я бы склонился в сторону Фаланги, так как это ее сезон, мобильности в построении у нее побольше, хотя, если подумать, ее легко обмануть или обойти, а статичный отряд Мадао неприступен со всех сторон, но более уязвим к пехоте. А какой отряд выбрали бы вы на данное место? Обязательно пишите в комментариях. Второе место по стрелкам – Шэньжи. Вообще, я бы сунул их на первое место. Многозадачный, хороший отряд, но почему-то в пике им отдают меньше предпочтения, чем призерам. А так отряд всегда пользовался популярностью, да и вроде позиций своих не сдавал. Кидаем бомбы, качаем дробящий урон и кайфуем от циферок. Гейтары – кони с получарджевой таргетной механикой, способные противостоять как коням, так и пехоте, а имея хедшот со скиллов, в мясной гуще неплохо отрабатывают по героям, способны играться как по верхней ветке через натиск раз в 7 секунд и проникающий урон, так и по нижней через пианино и рубящий урон, тем самым меняя и сам геймплей игрока. Трудноватый отряд, тем не менее, появляется в каждой осаде. Первое место – Железка, и это очевидно. Получив очень сильный баф на защиту, наконец данный отряд заиграл не как подобие золотого тира, а как полноценный золотой конкурент, сминающий почти любую пехоту противника. Мало контрпиков, не особо требователен к трактатам, в отличие от тех же рыцарей королевы, что и делает Железку топ-1 пехотой в нынешней мете. Вы можете удивиться, но первое место среди стрелков заняли восточные лучники-гвардейцы. После получения мастерства стали грозным отрядом дальнего боя, который появляется в каждой осаде. Хорош как против отрядов, так и против героев, да и сказать особо больше нечего. Тяжелая конница с Цяньцзя. Хоть я бы предпочел видеть гейтаров на первом месте в топе, по частоте пика все-таки они уступают коням прошлого сезона. Уникальность этих коней в подвижном натиске, и оно пережило их нерв, оставив на месте конницы в топ-1 сегодняшнего списка и полноправной обладательнице звание имба Кавы. Надеюсь, вам понравился данный топ. Уверен, ваши приоритеты могут отличаться от моих ввиду разных причин. Поэтому ради справедливости скажу о отрядах, которых стоит упомянуть. Силагдары. Был недавно ап, отряд начал появляться в играх, однако выводы делать пока рановато. Фиольная, синяя и зеленая коробки. Относительно частый пик. Отряды незаменимы для прикрытия, однако имеют большой спектр контрпика в нынешней мете, от чего страдают их щиты. Но это не делает их менее необходимыми. Продвига. Играбельно, но приоритеты сейчас вперевес более мобильных отрядов с контролем. Чего-то не хватило до топа и достойным коняшкам, таким как крылатые гусары, банареты и конные налетчики. А из пехоты с средней дистанции ситуативно могут вас порадовать восточные застрельщики, гвардейцы и стражи Персиваля. По пешим рыцарям после нерфа отряд стал слишком требовательным по трактатам, поэтому и не попал в данный топ. Однако все еще играбелен. Онабу Гейся тоже играбельный отряд для тех, кто любит занимать активные позиции в бою. Не подумайте, про восточных и западных аркебузеров никто не забыл, и они тоже могли бы взять первое место, а претендентами они являлись как раз из-за фикса Цяньцзя. Кто не знает, аркебузеры могут останавливать с некоторым шансом натиск конницы с Цяньцзя, из-за чего на некоторых картах их пик сильно возрос. Ах да, данный топ был составлен не только из числа моих личных наблюдений за 400 битв в сезоне, но и при помощи участников Discord сервера. Если тебе вдруг что-то не понравилось в топе, ты с чем-то не согласен, переходи на мой сервер в шапке профиля, чтобы принимать участие в вопросах и создании контента в будущем. Ну а если все понравилось, оставь коммент и лайк. Именно так я пойму, что контент вам зашел, и буду выпускать подобный формат роликов чаще. С вами был Лорд Говард, и если ты досмотрел до конца, то знай, что ты уже в топ-5 моих любимых зрителей. Покеда!